Здорово всем, с вами Миша Виплюшка, это канал бывшего осужденного. И здесь я рассказываю свою жизнь, жизнь человека, который с ранних лет оказался в мире криминала, попал в тюрьму, неоднократно там бывал и смог из всего этого вылезти. Здесь я вам рассказываю, как делать не надо, видео не несет никакой пропаганды и призывов, я за мирную и спокойную жизнь на свободе. Давайте начнем, вернее продолжим. Прошлый эпизод у нас закончился на историях о моих похождениях. Как я уже начал в своем раннем возрасте, там, подростковом, совершать уже такие преступления достаточно серьезные, за которые грозит серьезное наказание по закону Российской Федерации. И вот как я потом за них расплатился, сегодня расскажу вам, как я первый раз попал в тюрьму на малолетку. Об этом сегодняшний ролик будет. Перед началом можно поставить лайк, подписаться на канал, если кто не подписан. Здесь классно, здесь охуенно, здесь интересно, здесь ругаются матом. Лайки бесплатные, я договорился, короче. И вот такую штуку сейчас покажу быстренько, ребят. Отправляют сегодня моему подписчику вот эти шахматы замечательные, ручной работы. Это шахматы нарды 2 в 1. Вот такие резные фигуры. Фишки обычные. Все очень классно, здорово сделано. Это кто? Это я не знаю, на самом деле. Это ладья. Вот. По поводу приобретения сувенирной продукции пишите в ВК, в Инстаграм, либо в группу. Ссылки будут в описании. Также вот такие тоже четки сегодня отправляются в автомобиль. Ребята будут вешать. Все так же, короче, в соцсетях, все ссылки на ВК, Инстаграм, все в описании. Давайте начнем уже, а то я знаю, блядь, некоторые говорят, заебали уже эти нарды твои. Так, в общем и вообще, совершал я разные противоправные действия, о некоторых я рассказал в прошлом выпуске, о некоторых не могу рассказать, некоторые не хочу вспоминать. Короче, занимался постоянно чем-то таким незаконным. Поначалу, как только меня сотрудники, я стоял на учете там в этой детской комнате милиции, там вел меня инспектор по делам несовершеннолетних. Вот. И поначалу, когда первый раз меня приняли за преступление, меня отпустили на подписку о невыезде. Извиняюсь. И я ходил сколько-то, и через 2 месяца совершил опять преступление аналогичное. Меня опять отпустили на подписку, бля, и тут я вот прям поверил в свою какую-то вообще безнаказанность. Знаете, за эти преступления, это было 2 грабежа, в общем, если бы на этом все закончилось, я бы больше ничего делал, мне бы дали условно, я бы не сел. Но я останавливаться не собирался, да, у меня не было мозгов, я был дурак. Сейчас об этом, естественно, я жалею и никому не желаю такой судьбы. Ну ладно, сейчас это все равно обсуждать бесполезно, что было, то было. Итак, в общем, после того, как 2-й раз меня отпустили на подписку, я поехал в Рязань, на свою родину. И, в общем, там тоже совершал преступление, потом вернулся в Москву. В общем, я вот так вот на 2 города эти жил. То там что-нибудь сделаю, то здесь что-нибудь в Москве, короче, начудю. И по итогу закончилось это тем, что приехала за мной милиция на тот момент, Рязанская, в Москву. Вот. Я шел домой, увидел автомобиль с номерами рязанскими. Я подумал, что это какие-то родственники, может быть, приехали. Но нет, это приехали менты и забрали меня. Вот, привезли в Рязань. Там было очень много эпизодов, около 10 или 11 эпизодов разных преступлений. Доказали меньше, 3 или 4. Насколько я помню, это было давно, не буду ворошить. И уж прям вот в такие подробности вдаваться. Короче, вот так вот все произошло. Но там уже был не вариант меня отпускать, потому как преступлений очень много, во-первых. Во-вторых, в 2 городах на подписке о невыезде ты находиться не можешь. Вот. В связи с чем все, меня посадили. Сначала сажают, на ИВС, это изолятор временного содержания. А потом уже везут на суд. Вот.
и тебе судья там, или прокурор, тогда, по-моему, прокурор решал, остаешься ты на подписке о невыезде, либо тебя везут в СИЗО. Кстати, пока не забыл, ребят, у меня есть закрытая группа, где вот, ну, всякого рода жесть и советы, общение с аудиторией происходит такое более плотное, помощь от меня в каких-то, возможно, конфликтных ситуациях, там, в общем, многое, что я не могу рассказать здесь, там, какие-то моменты, там, тонкости преступлений, там, не знаю, мошенничество, еще что-то, какие-то схемы. В общем, получить доступ, так сказать, к этому контенту можно через видео по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Вот, всех милости просим, нас там порядка, наверное, человек 15 сейчас пока. Итак, все, прокурор решает меня, естественно, заключить под стражу. И меня везут, короче, в СИЗО. СИЗО номер 1, Рязанское. Оно, кстати, там одно единственное, но номер 1. Почему не назвали просто СИЗО? Короче, везут. Боялся ли я? Да нет, честно говоря, нет. Насколько помню, нет. То есть я был готов к этому. Я знал, что рано или поздно как бы этим все закончится. Да может быть, я даже хотел. Вот, может быть. Вот мозгов же не было, я же был дурак. Не просто же так я все это совершал, несмотря на то, что уже как бы меня раз отпустили, два отпустили, я продолжал совершать. Видимо, все-таки я рвался туда. Зачем, правда, я вот сейчас не понимаю, что я там хотел увидеть. Но у нас были те, кто как бы хотели отсидеть. Вот, то есть даже среди моих друзей, возможно, я тоже хотел отсидеть. Но забегая вперед, скажу, как только я туда попал, в ближайшее время я понял, что, блядь, я уже не хочу там сидеть. Вот, и в общем, привезли в СИЗО меня, короче, посадили в боксик. Это такая штука, короче, камера такого ожидания, пока тебя распределят, в какой ты будешь сидеть камере, в общей. Вот, что там с тобой делать, блядь, оформят там твои там документы, там, ну, короче, тебя оформят, блядь, ёпта, в тюрьме. Блядь, сидишь там долго, короче, блядь, там ходишь, блядь, короче, часа 4, наверное, там сидел там. В итоге потом я вышел оттуда, прошмонали опять, короче, тебя шмонают постоянно. Когда ты находишься там в местах не столь отдаленных, тебя постоянно шмонают при любом вообще передвижении, при любой возможности, при любом контакте с сотрудниками администрации тебя шмонают всегда. Вот. И, ну все, короче, прошмонали, выдали матрас, сходил я в душ, помылся, бля, потому что в этом ИВСе я сидел там 2 дня, там такие, блядь, условия, знаете, вот, ну, намного хуже, естественно, чем в СИЗО. Сейчас, ну, как сейчас, в последний раз я был в 2014 году, там получше, а так вообще ИВС из себя представляет, заходишь, здесь слева как бы параша. Вот реально как бы параша, ну не просто, ну, не ведро, конечно, но такой очень застрятый ужасный унитаз был такой на этих, сейчас опять скажут, бля, хули ты ноешь, бля, сам же виноват. Я сам прекрасно знаю, ребята, я никого не виню, я своими ногами туда пришел, никто меня не подставлял, ничего, я никогда не ныл и не говорил, что там кто-то виноват в том, что я здесь оказался. Нет, это абсолютно сам я, только сам я был в этом виноват. Вот. В общем, и вот здесь вот этот толчок, который на корчиках сидишь, он весь такой ржавый, засратый. И такой подиум, типа, деревянный. Вот. И все, и больше ничего нет. Он большой, этот подиум. Ты можешь там лежать, сидеть, там, короче, хуй пойми, там холодно, блядь, еще. Ну ладно. В общем, все, помылся я. Ну, потом возвращаемся опять в СИЗО, типа, уже закрывают. Там ты до СИЗО сидишь, напоминаю, если кто-то что-то, блядь, куда-то отходил. Вот, в общем, помылся, все, иду с матрасом. Блядь, тюрьма такая темная, время уже часов 12. Я иду по коридору. И камеры вот эти вот с дверьми, только глазки светятся, блядь, в которые можешь посмотреть. И там что-то где-то, блядь, там кто-то ржет где-то, что-то там, кто-то с кем-то рамсит, ругается. Я думаю, блядь, хуй с ним, ладно. Короче, подходим мы к камере. Ну, я представлял себе как, вот, ну, что откроется дверь, она, кстати, называется тормоза. Вот дверь вот эта вот в камеру. Есть 2 версии, почему она так называется. Короче, первая версия, что она тебя тормозит уйти на волю.
А вторая, что раньше, там, в какие-то там старинные, чуть ли там не 50-е года, когда были там тюрьмы и СИЗО, вот эта дверь была с педалькой внизу, которая типа открывала засов огромный, большой, вот на нее контролер нажимал, короче, на эту педальку, вот, ну, из-за этого типа назвали тормоза. И я думал, что откроются эти тормоза, и там, короче, лысые рожи такие меня встречают, там вот это полотенце мне кидают в ноги. Ну, я к этому готовился, в принципе, был готов. Ну, вот уже морально, не знаю, насколько физически, в принципе. Ну, короче, ждал, что будет хуже, чем оказалось. И там такие в наколках там все, ну, че там, да. Кстати, иногда раньше сидели на малолетке старшаки, то есть, ну, взрослые люди, которым уже есть 18, чтобы контролировать, типа, малолеток. Но у нас в хате не было. Вообще на малолетке у нас не было. Итак, открываются эти тормоза, и что я вижу, короче, открывается камера. Очень похоже на больничную палату, пятиместная, с одноярусными кроватями, после ремонта. Единственное место, где был сделан ремонт во всей Рязанской тюрьме на тот момент, это малолетка. Ну еще там бабские камеры. Вот. В остальных хатах и вообще по остальной всей тюрьме сделали спустя, наверное, лет 10 только. Вот. И, короче, вот я зашел там, поздоровался со всеми, блядь. Там телевизор сидят, смотрят, там пацаны такие. Раз двери открылись, они такие там встали, руки за спину. Вот, я зашел, говорю, здорово. Вот, положил матрас на свободное место. Ну и все, там дальше присели, что как зовут, что откуда. Я говорю, вот оттуда. Там был пацан с моего района, с Конищева. Всем привет, кстати, рязанским, кто смотрит. И Конищево, Приокский, Недостоево, Московский. Короче, Московский район. Всем привет вам. Вот, и в общем, зашел, общаемся, вот, они такие там, типа, чуть чиферишь? И, конечно, ёпты, бля. Один там другому говорит, отпиши там строгачам, ёпты, пускай чаю загонят, ёпты. Тот сел, что-то бумажку написал, хуяк какую-то веревку достал, на ней груз, привязал эту веревку туда, хуяк по трубе такой 3 раза, тынь-тынь-тынь. Ему в ответ там тынь-тынь-тынь, он раз такой выкидывает. Через минут там тынь-тынь-тынь, хуяк пачка чая на веревке вернулась, блядь. Отправил бумажку, вернулся. Я такой, нихуя себе, что это за веревка такая, самобранка. Но ничего не спросил я. И дело прошлое, ну, и я такой просто такой, ну, хуй с ним, типа, блядь, ну, вот так, наверное, здесь просто все происходит. Ну, вот, и я такой, я подумал, знаете, что, вот, ну, серьезно, вот, что это под окнами ходят родственники тех, кто сидят в тюрьме, блядь. Вот, и, типа, если что, им там раз такие, блядь, на тебе чай, надо тебе чай, на, блядь. Ну, вот не знаю, почему, вот подумал так, ребят. Вообще, эта штука называется дорога, это межкамерная связь, она идет по всей вообще тюрьме, по всему СИЗО. Ты можешь из одной части СИЗО написать вообще в другую, там, если у тебя сидит подельник, ну, естественно, в разных камерах, вот, и там вы как-то пообщаться по личному делу, там, как-то показания, чтобы у вас сходились, вот. Короче, все, заварили там этого гранулированного чая ебаного. Выпили, бля, я, короче, обливался весь, потом обосрался, блядь, с него, короче, ну, а хули еще толком ничего не жрал. Вот, сигареты у меня были, у них в хате вообще ничего не было, вообще голяк, то есть они все были такие бичуганы, блядь. Один там был, который сидел уже, ну, как сидел, он месяц отсидел, его отпустили потом, дали условно, ну, в зале суда. Это нагнали называется, когда ты сидишь под следствием в СИЗО, а на суде тебя, короче, отпускают на волю. Вот, нагнали домой тебя. Он там заехал опять, его опять, кстати, нагнали, потом только с 3-го раза его закрыли. Был такой Миша бандит. В общем, муж смотрит меня, привет тебе, мы с ним потом сидели на центральном месте. Бандит, такие погонял еще, люди все сами придумывают, 100 пудов, вот такие, бандит. У нас был в Конищево, я помню, Блатной. Говорит, зовите меня Блатной, короче. Бля, серьезно там. Ну вот были такие люди, которые все сами придумывали, блядь, погонял. Вот. Бандит вот этот, короче. Ну и там еще пацаны. Тут хоп-хоп, что-то попили, покурили сигарет, больше ничего не было. Жрать охота, но думаю, ну ладно, надо отдохнуть, прилечь, там хоть кровать с матрасом, блядь. И, кстати, первую ночь я спал только под утро уже, блядь, под утро лег спать, там менты пришли на проверку, они там, ну, им похуй, что мы там делаем, на самом деле, лишь бы мы не чудили, спим мы днем, да и спим. Вот, я не спал первую ночь, потому что думал, блядь, что-то слишком все гладко, может быть, сейчас я только прилягу, мне заточку к горлу, блядь, петушат, блядь.
Вот. Но потом, спустя пару дней, пришел в себя, оклемался. Вот. Кстати, ну и что, и стал как бы, ну, нормально я жил. Там, познакомился с пацанами с соседней хаты. Мы там по отдушине, которая вентиляционная труба идет и в каждую камеру заходит, есть, общались. Вот, переписывались. Ну, короче, стал жить вот в тюрьме. Все, я вжился, так сказать. Часть команды, часть корабля. Вот такая хуйня стала со мной. Вот, я там наладил дорогу с хаты еще там. Ну, короче, с башни мы сидели. Там башня была, и никто не смог. Ну, а наша вот хата была угловая. И только мы могли с ней словиться. А вот пацаны, которые сидели, они, короче, не умели. Вот, и я там нашел способ, серьезно, додумался, изъебнулся. Ну, если бы я был же дебилкой, я бы сейчас здесь не сидел, и вы, наверное, бы меня не смотрели. Серьезно, я допер, как там можно словиться, короче, разморозил. Они мне были пиздец как благодарны, блядь. Ну, короче, вот все, я все стал жить, блядь, да, улыбаюсь, да. Сейчас напишут опять, так вспоминаешь, все весело было, хорошо, обратно, наверное, хочешь. Нет. Я просто человек сам по себе позитивный. Если бы не было во мне вот этого позитива, я бы не выжил, я бы сдох там просто уже давным-давно, прям первым сроком бы еще. Вот, в общем, и вот так вот жил. Кстати, хочу сказать, что на малолетке в основном сидят очень жесткие типы, ну, за жесткие преступления, я имею в виду, может быть, сами по себе они как бы не прям такие прям людоеды, но малолетку, чтобы посадить, у него должно быть либо таких преступлений, как у меня, много, либо серьезное одно, там, да, два. То есть, ну, я видал таких там, которые убивали там женщин за сережки, там, просто чтобы снять. Был там один чел у нас оскорблено, они с другом забили, бля, в деревне, там, в своей, короче, мужика насмерть, вот таким маслом от коровы, блядь. Потом был там Сережа, блядь, он бухал там на какой-то блатхате, деду зарезал, бабку изнасиловал, короче. Ну, вот такая хуйня, короче, ну, пиздец. Вот. В основном такие, кстати, сидят, блядь, ну, отморозки, блядь, да, отмороженные пиздюки. Вот. Поначалу сидел я один, пацаны ходили на подписки о невыезде, кто-то там, короче, был, блядь, в розыске потом. Вот. В общем, просидел я сколько-то там на малолетке, до 18 лет. Посидел я под следствием, вообще все вот мое следствие, и сколько меня судили, длилось, блядь, 2 года. Вот. И, короче, я там же поднялся на взросляк в СИЗО Рязанском, просто меня перевели во взрослую хату, там тоже нормально, что вы видели, там пиздюк, там туда-сюда, там статьи нормальные, там чем занимался, да, вот там на малолетке дорога, не дорога. Там же меня поставили на дорогу, кстати, вот, ну, на взросляке это нормальная тема, стоять на дороге, ее не каждому доверят, потому что там ходят серьезные вещи по вот этим веревкам, это, казалось бы, хуйня, типа телефоны, там запреты, какие-то вещества, блядь, запрещенные, блядь, ну, если вы понимаете, о чем я, да, какая-то переписка может быть серьезная там, вот, то есть не каждому доверят. И, соответственно, если тебе доверяют, ты себя чувствуешь нормально. Короче, я себя чувствовал нормально. Потом меня осудили. Я попал в хату осужденку. Там сидел главарь одной из ОПГ Рязанской. С ним тоже как бы нормально. Там же тоже на дорогу встал. Затянулся я в хату одного пацана с малолеткой. Короче, с кем мы вместе были. Романыч, если смотришь, привет тебе. Вот. Недавно на днюхе у меня был. И, короче, ну, как бы все так вот, ну, нормально жил. Нормально. Ну, даже не скажу, что... Ну, не пиздец я был в авторитете, да. Такой около, скажем, около блатных, блядь. Вот. Ну, чувствовал себя охуенно, все, у меня связь всегда, как бы, блядь, прибухивали мы там, блядь, покуривали иногда. Ну, так вот, ну, нам перепадало, потому что мы, типа, приближенные были, пиздюки. Вот. Потом дали мне в итоге 3,5 года за преступления в Рязани, которые были на кассационной жалобе, сейчас она называется апелляционная, скинули 3 месяца. Вот, и повезли этапом в Москву за добавкой. Я здесь просидел еще там сколько-то, около полгода. Вот, добили мне за преступление в Москве. Общий срок, короче, стал 4,5. Все, вместе год и 3 здесь добавили. Вот, на тот момент я 2 отсидел уже. Немного попал здесь в пиздорез в Москве, потому что закусился с ментами здесь. И они меня отправили на другой Централ, на Медведский. Он только открылся, и там, короче, было очень жестко. При приезде тебя прессовали, если ты, так сказать, подгазовываешь, да, на блатной педали там прешь. Вот. И я просидел месяц, из них 15 суток в изоляторе просидел. В общем, за то, что там симку у меня нашли на шмоне. Я приехал с собой, симку привез. Пизды получил я прям сразу, а потом, короче, ну, в изолятор посадили. Такая фигня. И приехал потом в зону в Брянск.
Стародуб, тогда зона была черная, вот там, как показывали в старые времена в фильме «Беспредел», там по прозвищу Зверь, то есть все блатные, нахуй некого послать, я не знал даже, кто такие активисты, я их там в глаза вообще не видел, и они там где-то жили в столовой, блядь, и все, то есть все там было, меня встретили хорошо, я им там же, опять же, все рассказал, что вот сижу за то-то, с то-то там, они, блядь, нихуя ты 2 года под следствием, там, да, ну, даже никому не стали как бы отзванивать, там все как бы приняли, как, ну, как своего, знаете, там, рыбак рыбака, блядь, видит издалека. Вот, ничем я там особо не занимался, вообще, ну, даже не ходил там на какие-то сходники, там, к блатным, там, еще, хотя звали, мне хотели они подтянуть, но я посмотрел, я говорю, не, я не хочу, там была возможность уйти по УДО. Вот. Но уходили там очень мало, потому как типа это считалось западло для них. Там же все типа полублатные сидели все, там бурчали все и вся зона. А УДО там типа они называли мусорская подачка. Типа дали срок, сиди, хуй ты там куда-то собрался. Вот. Но потом стали там все уходить. И блатные, короче, где-то через полгода после меня. Я там просидел недолго, год где-то. Короче, через год я оттуда вышел. В общем, отсидел я 3 из всего этого. Год этот я там жил безбедно, там телефоны у меня там в тумбочке, блядь, лежало их по 2, по 3, там все это копейки стоило. Бухло, там, блядь, не помню, что еще там, короче, ел, пил, как бы, ну, как на свободе, блядь, все. Вольным ходил даже. И это было очень плохо, ребят. Это было все очень плохо, потому как я нихуя не понял. Я не прочувствовал тюрьму, я просто перестал ее бояться. Я знал, что меня уже ничем не напугаешь ментовскими сказками, что меня там сейчас зарежут, отпетушат. Я знал, что я зайду в камеру, если меня закроют, я ебнусь на кровать, бля, выпью чаю, бля, ёпта, пачку сигарет мне с общака дадут, и я буду телевизор смотреть, ёпта, и все. Это было хуево. А вот что было дальше, когда я освободился, что было дальше? Можете написать в комментариях свое мнение по этому поводу. Правильно это, неправильно, какие-то предположения, может быть. На этом серия заканчивается сегодняшняя. В следующей серии расскажу, сколько я пробыл на свободе, как я был в розыске. Небольшой спойлер, будет прикольно, интересно, чем занимался, когда освободился. Как все поменялось, пока я сидел, как я поменялся, вот, пока сидел. Ребят, всем я вам желаю добра, не попадайте в тюрьму, это плохое место, это из моих уст все, может быть, весело, прикольно звучит, но я просто сам по себе человек такой, на самом деле я все это осуждаю, я был бы рад не знать всего этого и прожить свою жизнь счастливо, родиться в полной семье, где там полностью любят ребенка, дают ему воспитание и не попадать в эту хуйню никогда. Вот. Так что мотайте на ус, ставим лайки, еще раз повторюсь. Ну, что еще сказать, даже не знаю. Лайки, подписки, блядь, комменты, блядь, это все стандартная хуйня, ёпта. Нарды там, группа там, все, всех обнял, давайте.